То, что вы держите в руке, это самая маленькая ракета на планете. Без шуток. Одно ваше движение пальцами, и внутри запускается цепочка, которая по логике почти не отличается от старта настоящей ракеты. Со стороны-то все буднично. Чирк, короткая вспышка, запах серы, и через секунду на кончике только черный огарок да струйка дыма. Все, дело сделано и забыто. А ведь никто и не приглядывается. А зря. Потому что за эту секунду внутри спички успевает прокрутиться целая химическая цепочка. Одно поджигает другое, как костяшки домино. И сразу странность. То, что мы зовем пламенем, появляется только в самом конце. А само дерево в этой вспышке почти не горит. Тот огонек, который вы видите, вообще не горящая палочка. Звучит как бред? Подождите, докажу. Кто-то сейчас скажет: ну, спичка, чего там изучать? А там и химия, и физика, и довольно мрачная история. Все в одной щепке за пару копеек. К концу вы на коробок будете смотреть иначе, обещаю. Плюс расскажу, почему спичка, если держать ее не той стороной, добегает огнем до пальцев чуть ли не вдвое быстрее. Чистая физика, никакой магии. Вопрос, который себе обычно не задают. Зачем вообще тереть? Откуда в трении огонь? Дерево – материал упрямый. Поднесите к палочке огонь при комнатной температуре, она не загорится. Дереву надо сперва дорасти до своего порога, за которым оно начинает разваливаться. Трением до этого порога дойти можно, в теории. Вспомните выживальщиков в кино. Человек минут 5 крутит палочку в сухой траве, пока не пойдет первый дымок. Работает. Но только потому, что трение там долгое, упорное, в одну точку. У спички столько времени нет. Один чирк. Доли секунды. За это время деревяшку трением не разогреть, хоть тресни. Поэтому на дерево, по сути, забили. На кончик посадили отдельную смесь. Ей для старта надо куда меньше энергии, чем древесине. Спичка вспыхивает не потому, что дерево горючее, а потому, что на носу у нее сидит готовый поджигатель, заточенный ровно под один резкий чирк. А устройство у нее хитрое и здорово недооцененное для копеечной бытовухи. В обычной безопасной спичке все, что нужно для огня, нарочно разрезано пополам и разложено по разным местам. В головке окислитель, обычно хлорат калия, плюс сера и сульфид сурьмы как горючее. Все это на клею и присыпано толченым стеклом. Лежать оно может хоть годами, пока держит связующее и нет толчка. Только пара эта совсем не безобидная. Хлорат калия рядом с горючим всегда готов рвануть в быстрое окисление. Нужен лишь резкий повод. А бурая полоска на боку коробка – это уже другое. Там красный фосфор, тоже со стеклом и клеем. Сам по себе он смирный, на воздухе не вспыхивает, спокойно терпит нагрев почти до 240 градусов. В этой раздельности и весь смысл слова «безопасное». Два вещества, которые в паре дают маленький пожар, разнесли подальше, чтобы случайно не встретились. И нормально зажечь такую спичку чирком можно именно об эту полоску. Хотя в кино-то вы видели другое. Герой небрежно чиркает спичкой о джинсу или о ноготь, и она вспыхивает. Только с коробком из магазина такой фокус не выйдет. Никак. Половина химии на коробке, а не на сапоге. Но такие спички и правда есть. У них часть фосфорной химии сидит прямо в головке. Обычно это сескрисульфид фосфора, поэтому отдельная полоска им не нужна. Голова таскает все необходимое на себе и вспыхивает почти о любую шершавую поверхность. А вся разница между «зажигай где хочешь» и «безопасной» лежит ли химия в одной точке или разнесена по двум. Не реклама, а физика. Удобно? Еще бы. Только из-за этого удобства такие спички и вспыхивают сами охотнее, хоть от тряски в кармане. За это их во многих местах и недолюбливают. Возвращаемся к самому чирку. Головка едет по полоске. Стекло с обеих сторон работает как россыпь крохотных терок. В нескольких микроточках вспыхивает жар, и там, на доли мгновения, реально горячо. Куда горячее, чем можно подумать по такому пустяковому движению кистью. Этого хватает, чтобы капелька красного фосфора превратилась в белый. А белый фосфор – это уже другой зверь.
Он загорается на воздухе сам, без всякого трения. Стоит температуре подняться на пару-тройку десятков градусов, вот эта микровспышка и есть первая костяшка домино. Ее тепла хватает, чтобы в головке начал распадаться хлорат калия. А распадаясь, он выдает чистый кислород, куда гуще, чем тот, что разлит в воздухе вокруг. И этот кислород мгновенно подхватывает серу с сульфидом сурьмы прямо в головке. Итог – короткая яркая вспышка на кончике. Та самая, что бьет вам в глаза в первую долю секунды. Почему спичка иногда не загорается с первого раза? Та же механика. Чиркнули слабо или слишком быстро. Жара в точке не набралось. Фосфора в белый перешло мало. Реакция или не стартует, или гаснет, не разогнавшись. А головка отсырела, влага сперва сама заберет тепло на испарение, и толчка уже не хватает. Но дерево пока все еще не горит. Полыхает только химия на кончике. Давайте отмотаем эту секунду назад и пустим заново, раз миллион медленнее, и мысленно уменьшимся до пылинки, чтобы сесть прямо на головку спички и смотреть оттуда. Химию мы уже разобрали, теперь просто глядим, как это выглядит изнутри. Сначала тишина. Над головой нависает стена-коробка. Вблизи она вовсе не гладкая, вся в осколках стекла, торчащих как торосы на льду. Стена идет на нас. Стеклянные зерна на спичке и на полоске сцепляются, чиркают друг от друга, и в точках касания температура прыгает вверх. Не плавно, рывком. В одной такой точке распускается первая искра. Сама с пылинку. Но для наблюдателя нашего размера это вспышка во весь горизонт, белая и злая. От нее по головке прокатывается волна, и спокойный серый шарик на конце палочки за доли мгновения превращается в собственный маленький костер. Спичку он уже не ждет, горит сам. И последнее движение в этой сцене молниеносное. От раскаленной головки в сторону древесины срывается фронт жара и несется по палочке. Догоняет дерево. На этом наш крошечный наблюдатель, честно говоря, испарился бы, потому что у поверхности начинается то, что в реальном времени глаз не ловит вообще. Дерево встречает огонь. Скорость возвращаем. Так что происходит в этот момент? Жар с головки перекидывается на палочку. Только дерево не порох, разом оно не вспыхивает. Сначала, где-то до 200 градусов, из верхнего слоя выпаривается влага. Потом, от 200 до 300, начинают трещать и рваться первые химические связи. Это еще не пламя. Это тихое разложение. У него и имя есть – пиролиз. А когда жар переваливает за 300 и лезет к 450, начинается настоящая свистопляска. Дерево ведь не одно вещество. Главное в нем – целлюлоза. Но рядом сидят лигнин с гемицеллюлозой и немного влаги. Целлюлоза при таком жаре разом разваливается на легкие летучие молекулы, на облако горючего газа. И это облако поднимается с палочки вверх. Оцените масштаб. Целая спичка весит, дай бог, пару десятых грамма, легче канцелярской скрепки. И вся эта многоступенчатая химия, от первой искры фосфора до распада целлюлозы, умещается в кусочки чуть больше рисового зернышка. Крошечно, а ступени внутри, как на заводе. Меня это в спичках и цепляет сильнее всего. Обещал доказать про дерево? Доказываю. Горят не волокна дерева. Горит то самое газовое облако, что из этих волокон только что вырвалось. Язычок пламени висит даже не на палочке, на пару миллиметров выше. Там, где убегающий газ наконец добрался до кислорода. Также, между прочим, светит и свеча. Воск ведь сам не горит. Фитиль лишь поднимает наверх расплавленный и испарившийся воск. И горят именно пары. С деревом то же самое, только вместо плавления – распад под жаром. Убрать кислород прямо над поверхностью, а жар оставить, и видимого огня бы не было вообще. Был бы невидимый ручеек горючего пара, тихо текущий вверх. То есть деревяшка тут работает как маленький газовый заводик. Сама почти не горит, а гонит наружу топливо, которое вспыхивает уже в воздухе. Отдельно от нее. Присмотритесь к язычку поближе. Он неоднородный. У самого дерева темная мутная зона. Газа тут навалом, а кислорода мало. Гореть толком нечем.
и копится сажа, мельчайшие крупинки несгоревшего углерода. Чуть выше газ как следует мешается с воздухом, и там пламя сияет ярче всего. Это раскаленные под 1000 градусов крупинки той же сажи светятся сами, как нить в лампочке накаливания. Чтобы прочувствовать, это в несколько раз жарче, чем духовка на максимуме. Потому огонек и желто-оранжевый, а не прозрачно-голубой, как у чистого водорода, который сажи вообще не дает. А у самого низа, где пламя облизывает дерево, иногда мелькает тонкая синяя каемка. Там газ успел смешаться с воздухом еще до того, как вспыхнул. Горит чисто, почти без сажи. Это одна из самых горячих и самых чистых зон пламени. Сажи там почти нет, прогорает почти все. И при этом самое незаметное. Дым, который вы нюхаете, никакая не отдельная штука. Это те же крупинки сажи и недогоревшая смолистая мелочь. И горячий поток вынес выше пламени, туда, где кислорода и жара им уже не досталось. Догореть не успели, это он и есть дым. А черный загнутый агарок на месте сгоревшего дерева – это уголь. В газ улетает не все. Углеродный каркас частью остается на месте, твердым, а уголь ждет одно из двух. Либо жар доест его до светлого пепла, это несгораемые минеральные крохи, что сидели в дереве с самого начала, либо просто потухнет, и агарок останется черным. А почему обгоревшая спичка обычно просто тухнет, а не тлеет еще долго красным угольком, как фитиль? Потому что палочку еще на заводе пропитывают фосфатом аммония, чтобы убить это самое тление, и парафином, чтобы дерево охотнее бралось. Без первой пропитки спичка после задувания так и продолжала бы тлеть и дымить, а там и до подпалины на столе недалеко. У пожарных на этот счет есть простая схема – треугольник. Топливо, кислород, тепло. Убери любую вершину, и огня нет, хоть тресни, даже если две другие на месте. Забавно, что все три варианта одна спичка успевает показать прямо у вас в пальцах. Дунули резко. Вы ведь не отняли ни топлива, ни воздуха. Вы сбили температуру ниже планки и попутно сорвали раскаленный газ с поверхности. Пламя срывается мгновенно, а кончик еще секунду курится. Жар остаточно есть, а цепляться огню уже не за что. Накрыли стаканом – наоборот. И топливо, и температура на месте, а свежий воздух перекрыт. Кислород под стеклом быстро выгорает, и огонек душится, а не мерзнет. Перед самым концом он, если приглядеться, вытягивается вверх и бледнеет. Ему буквально нечем дышать. А дайте догореть, уходит третья вершина – топливо. Газу взяться неоткуда. Остается мертвый уголь, и кормить пламя нечем. Еще один фокус – крейма. Он у всех перед глазами, но ловят его единицы. Держите спичку как обычно, головкой вверх. Крейма. Пламя неспешно ползет вниз, к пальцам. А переверните. Пустите огонь снизу вверх, крейма, и до пальцев он долетит заметно быстрее. Дерево тоже, спичка та же. Все дело в том, куда уходит горячий воздух. А горячее всегда лезет вверх. Крейма, обычная конвекция. Идет пламя вниз. Крейма, нагретый воздух улетает вверх, в обратную сторону. И дерево перед собой прогреть не успевает. А идет вверх, крейма, та же горячая струя бьет прямо в еще не тронутую древесину над огнем и заранее ее подсушивает. Пламя дошло, крейма, а дерево уже наполовину прошло пиролиз и занимается почти сразу. Потому опытные люди и держат спичку чуть под углом, головкой к низу и от себя. Так у огня дорога до пальцев длиннее. Эта же струя задает пламени и форму. Ту самую капельку, заостренную кверху, ее просто вытягивает поток. А в невесомости вытягивать некуда. Там пламя свечи превращается в крохотный синеватый шарик, тусклый и какой-то неживой, и горит совсем иначе. На орбите такое снимали не раз. Выглядит абсолютно инопланетно. Хотя это все тот же огонь, что у вас в руке. А почему фосфор вообще живет отдельно панраф на коробке, а не в самой головке? Это не каприз инженера и не случайность. За это разделение когда-то заплатили здоровьем. История невеселая.
Огонь до спичек добывали по старинке – баспроте кресалом с кремнем или той самой палочкой, которую крутят до 7-го пота. Развести очаг было делом на несколько минут возни, а мысль, что огонь можно носить в кармане и добывать одним щелчком – бастроте – это на секундочку роскошь, довольно молодая. Первая рабочая спичка на трении появилась только в 1826-м. Собрал ее английский химик Джон Уокер. Почти случайно. Размешивал горючую пасту, заметил, как вспыхнул налипший на палочку комок. В головке бастроте хлорат калия и сульфид сурьмы, на камеди с крахмалом. Чиркали такую, а наждачку. По сути, почти та же химия, что и сейчас, только пока без разнесения на головку и коробок. Тут сюжет делает поворот, который я обожаю. Уокер свою спичку патентовать отказался. Мол, вещь полезная, пусть народ просто пользуется. Благородно. Но объявился некий Сэмюэл Джонс, который чужую идею преспокойно скопировал, обозвал свои спички люциферами и сделал на них состояние. Спички у Джонса, правда, были те еще. Воняли серой, могли плюнуть искрой куда не надо, но расходились на ура. А сам Уокер так и просидел в своем городке, снабжая спичками местных. Умер небогатым и почти забытым. Название, правда, прижилось. Люциферами спички в шутку звали еще чуть ли не весь следующий век. А беда пришла, откуда не ждали. Скоро на прилавках появилась версия поудобнее, с белым фосфором прямо в головке. Эти зажигались а что попало, хоть о стенку. Но белый фосфор ядовит, а работницы фабрик часами макали палочки в эту массу и дышали парами. Болезнь, которую это давало, прозвали фосфорным некрозом челюсти. Кость начинала буквально гнить и крошиться, а у некоторых работниц, рассказывают, десны в темноте отсвечивали бледным зеленым от самого фосфора. Кому не повезло сильнее, у тех челюсть разрушалась целиком. А в самых тяжелых случаях все кончалось смертью. В запущенных случаях умирал почти каждый пятый. В 1888 на фабрике Bryant & May в лондонском Ист-Энде вспыхнула забастовка. На улицу вышли около 1400 работниц, женщин и совсем молодых девчонок. Поводом стали штрафы и нищенские условия. Держались 3 недели и победили. Систему штрафов отменили. Но куда важнее оказалось другое. Именно эта история вытащила на свет ядовитость белого фосфора и стала одной из искр, от которых в Британии разгоралось рабочее движение. Закон против белого фосфора приняли в 1908. Производство таких спичек прикрыли к 1910, а с прилавков они окончательно исчезли к 11. К тому времени выход был уже известен – красный фосфор. Смирный родственник того же элемента. Людей не травит, сам в воздухе не загорается. Его и отселили на боковую полоску, а в головке оставили только окислитель с горючим. Так и вышла та спичка, что лежит у вас в кухонном ящике. Усложнили ее не от любви к сложности, а потому что иначе фокус с огнем было не отвязать от яда. Ну что, вернемся туда, с чего начали, к черному огарку и струйке дыма. За 1 секунду рука превратила движение в тепло. Тепло разбудило химию в головке. Химия плюнула первой вспышкой. Твердое дерево на миг перестало быть твердым деревом и стало облаком газа. А газ дорвался до воздуха и стал тем желтым огоньком, что вы видели в самом начале. Помните, с чего я начал? Что в руке у вас ракета. Тогда это звучало как красивое слово для затравки, а вы только что видели всю цепочку Эдербанда, и слово оказывается почти буквальным. У настоящей ракеты на химическом топливе логика та же. Маленький запал дает первый жар, жар разгоняет большую реакцию. Реакция гонит плотное вещество наружу уже газом Эдербанда, а газ толкает и светит. Только у спички весь этот сюжет умещается в палочку длиной в 2 пальца и проживается за 1 вдох, а не за минуты полета. На ладони после него, Эдербанда, горстка угля с пеплом да запах. Запах молекул, которые секунду назад были обычной деревяшкой. Спичка не похожа на технологию, она похожа на щепку. Но за время одного вашего вдоха она проходит весь путь. Эдербанды от трения до пламени и дальше до золы. Путь, который доводили до ума не 1 год и уж точно не 1 человек.
Так что в следующий раз, когда черкнете, задержите на ней взгляд на секунду дольше. Там, честное слово, есть на что посмотреть. Благодарим за просмотр. До новых встреч! При желании подписывайтесь на канал.